Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. И сегодня мы с Сергеем прибыли в очень и очень интересные места, которые уже давно, с самого лета, хотели посетить. А теперь немного истории. Место, где располагается современный поселок, с давних времен потрясало своей живописностью и красотой всякого, кто здесь бывал. Кёнигсбергский профессор Раппольд, уроженец Фишхаузена, ныне Приморска, в 1642 году назвал его прусским раем, потому что это был прекраснейший уголок Пруссии. В 1799 году кёнигсбергский профессор Иоанн Готлиб Гессе издал книгу, в которой одна глава называлась «Прусские претензии быть страной янтаря и прародиной человечества». Употребив всю свою ученость, он утверждал, что именно это место – колыбель всего человечества, что библейское описание райского сада Эдема совпадает с тем, что открывается взору пришедшего сюда. И хотя мы можем подвергнуть сомнению, что именно здесь был Эдем, несмотря на роскошную красоту этой местности, мы не можем не согласиться, что это страна янтаря. Оскар Шлихт в книге «Западный Земланд» рассказывает о неком путешественнике, который пришел сюда в XIX веке, побывав во многих уголках Земли, претендующих называться райскими, и был охвачен мистическим чувством, окунувшись в благоухание диких роз и пение соловьев. Жители близлежащих населенных пунктов называли это место «Семь холмов». В 1806 году один кёнигсбергский врач, побывав здесь, написал: «На берегу Балтийского моря, около Пилау, есть такое тихое святое место, что его можно называть раем. Деревья стоят так, что между ними свободно гуляешь. Это прекрасный лес, в котором каждое дерево прекрасно». Другой путешественник удивлялся, что здесь тысячи птиц и ни одного насекомого, ни одного комара, может быть из-за свежего морского воздуха или из-за обилия птиц. Уже в начале XVIII века на берегу моря появились домики рыбаков, которые называли Нойенхойзер – новые дома. Когда здесь начал развиваться поселок как курорт, его пытались назвать Юлиебад, то есть июльский курорт, но укоренилось название Нойхойзер. Курорт основал генеральный арендатор янтарного промысла Земланда Карл Дуглас в 1816 году. Сначала он построил дом для летнего отдыха своей семьи, затем здесь стали строить дома кёнигсбергские аристократы. Приток желающих отдохнуть в Нойхойзере увеличился со строительством железной дороги Кёнигсберг-Пилау. С 1865 года сюда устремились кёнигсбергские купцы, которые построили целые улицы. Около домов высаживались огромные сады, которые особенно прекрасны были весной, так же, как и пение соловьев. Зимой замечательные виллы были закрыты. На месте, где сейчас находится автобусная остановка, с давних времен располагался трактир. Во времена рыцарства он назывался Лесной трактир и Грибной трактир из-за обилия грибов, или Лахштетский трактир. Позже стал называться Пилауский трактир. В 1893 году построен исходник к морю и уютная стеклянная веранда. Если в 1858 году в Нойхойзере жило 28 человек, то уже в начале 20 века со строительством водопровода и канализации жителей было более 100. За лето Нойхойзер принимал в довоенное время около 1600 отдыхающих. $1 в копилочку. Опа, 2 евроцента, друзья. Да тут у нас европейцы пожаловали, похоже. Надо сейчас здесь покрутиться, может тут и бабло будет. 10 рублей. На мороженое будем собирать.
наморожено. Мусора вон уже. Посмотрите, целая котомка мусора. О, смотрите, что выскочило. Грузило рыболовное. Комарок хоть пошел. Ребят, мы, наверное, пойдем сейчас углубимся чуть-чуть. Вот вдоль всего этого лесочка были дома. Пойдем попробуем там походить, потому что уже мусора просто вот, посмотрите. Полных этих миллионов. Пойдем попробуем там походить. Пойдем. Забрался в чью-то ямку. Смотрите, ребят, что-то с пуговицей советской. Какая-то электрика, что ли, скисла. Ай. Наша пуговка. И вот это что-то. Оно рядышком лежало. Оно вот так вот было прилипшее. Радио какие-то дела. Крокодильчик типа. И штекер, да, такой? Угу. Какой-то осколочек достал, ребят. И он на нем кусочки янтаря. Как говорится, Балтийский берег, рыжая заря упала в море гроздью янтаря. Посмотрите, ребят, сколько какие-то цветные пластинки. Думал, пряга сначала советская. И смотрите, вон что еще выпало из стенки. Какой-то, я не знаю, что это. Ну что-то интересное. Какой-то, знаешь, блиндажный канделябр какой-то там непонятный. Надо его помыть хорошенько и рассмотрим тогда. Ну, украшение, явно какой-то абажур или что-то. Продолжается, и среди него вот звездочка, друзья. Правда, вся почти никакая, но вот контуры сохранила прям под деревом. Вроде бутылка торчит, друзья. Охереть. Вот это да. Вот это номер. Ребята, а что это такое? Посмотрите, какая бирюзовая штука. Стекло, что ли? Тут еще
Что для красоты какие-то дела. Офигеть. Первый раз такое вижу. Огромное. Что, вот такая штука была? Что это? Светомаскировка или нет? Смотрите, ребят, янтарь вылетает. Наверное, печку топили, скорее всего. Какая-то еще безделушка. Янтарик. Ножницы. Еще пряжка такая. А тут смотрите, след лаборатории Кёнигсберг, как вы уже поняли, 13. И посмотрите, как пишет хорошо. Как что это использовали? Подскажите, пожалуйста. Очень много всяких латунных причиндалов, ребят. Всякие пластинки в изобилии. Медные, латунные. Проводочки всякие. А-ля радиосвязь какая-то была тут налажена. Вот этот аквамариновый самородок, друзья. К сожалению, больше ничего не заведено. Я его помыл, ребят, посмотрите. Да это же просто самоцвет. Вопрос в другом, для чего он использовался. Пойду искать Серегу, да будем собираться домой. Неплохо подышали йодированным морским воздухом, друзья. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии. Ну а для тех, кто хочет поддержать, ссылочка есть внизу на реквизиты. Это не обязательно, на ваше усмотрение. Пока. Не бойся, дружище. Мы сами тебя побаиваемся.